Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень нежный, как пух, торт на кефире, который называется Нежное облако. Торт получается настолько воздушный, что после него всегда остается чувство легкости. Пористые бисквиты гармонично сочетаются с нежными, как облако, сливками и делают десерт единым целым. Торт Нежное облако понравится особенно тем, кто любит сливочные торты без плотных начинок и жирного масла. Рецепт торта очень простой и доступный, ведь вы готовите на канале Сладкий Мастер. Друзья, более подробное описание рецепта, также особенности и мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Для теста в яйца добавляю весь сахар. Взбиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной смеси. Вливаю кефир, недолго перемешиваю. Вливаю растительное масло, быстро перемешиваю. Всыпаю муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Перемешиваю миксером, не включая его, чтобы мука не разлетелась в стороны. Включаю миксер на низкие обороты и недолго перемешиваю до получения однородного теста без крупинок. Вот такое текучее тесто у меня получилось. В прямоугольную форму, предварительно выстеленной пекарской бумагой, вливаю все кефирное тесто. Распределяю тесто по форме удобной силиконовой лопаткой. Убираю тесто в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой, не вынимая форму из духовки. Выпеченный бисквит отделяю от бортов формы при помощи ножа. Извлекаю форму от торта. Сверху стелю пергаментную бумагу. Устанавливаю решетку, переворачиваю конструкцию сверху вниз. Отделяю пекарскую бумагу. Бисквит на кефире убираю в холодильник для охлаждения. Для ароматного сливочного крема я использую натуральную пасту ванильный бурбон. А чем заменить ванильный бурбон, смотрите в рекомендациях. В холодные сливки добавляю ванильную пасту и сахарную пудру. Взбиваю ингредиенты до получения сливочного крема. Друзья, хотите посмотреть, как я делаю сливки густые без использования загустителя? Тогда дайте мне знать в комментариях, и я обязательно опубликую рецепт густых сливок на своем канале. Невымешанный крем снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Продолжаю взбивать миксером до получения стабильного крема. Вот такой устойчивый сливочный крем, который стабильно держится на лопастях миксера, получился. Охлажденный бисквит разрезаю на две половины ножом-пилой. При отсутствии ножа-пилы воспользуйтесь очень острым ножом. Вот такие пористые и нежные бисквитные коржи на кефире получились. На рабочую поверхность наношу немного крема для устойчивости. Укладываю первый бисквитный корж пористой стороной вверх. Сверху на корж выкладываю основную массу сливочного крема. Равномерно распределяю сливочный крем по всей поверхности выпечки плоской палеткой. При отсутствии палетки воспользуйтесь широким ножом. Сверху крем закрываю вторым бисквитным коржом. Крем, который вышел между коржами, выравниваю лопаткой. Сверху на торт выкладываю оставшийся сливочный крем. Осторожно распределяю крем палеткой по торту. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Любая ваша активность продвигает канал в рейтинге, а меня еще больше мотивирует публиковать проверенные и стабильные рецепты со всеми нюансами. Выровненный торт обсыпаю кокосовой стружкой мелкого помола. Фиксирую кокосовую стружку палеткой, чтобы она не осыпалась. Убираю торт в холодильник для напитывания и стабилизации минимум на 5 часов. Торт Нежное облако получился настолько легкий и воздушный, что десерт станет отличным выбором к чаю, даже после большого застолья или сытного ужина. Сочетание пористых и очень воздушных бисквитных коржей на кефире с нежными сливками настолько гармонично сочетается, что каждая порция – это ароматное сливочное облако в тарелке, которое понравится всем любителям изысканных десертов. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.